Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Почему такая плохая картинка, и по этой причине будет по-любому мало просмотров? Потому что первое это Samsung, второе это Samsung A22, и третье, разумеется, на него я пишу вход. То есть звук здесь не супер, картинка здесь, разумеется, не супер, и так как этот телефон не супер-мега дешевый, не за 7000 рублей, я его как А12 покупал, то я решил его проверить сразу для вас, опять же, в таких неприятных особо условиях. С другой стороны, мы все помним, что хотя ночь, снег все равно отражает свет, то есть более-менее Samsung нормально. Хотя камера не супер, все-таки по мне, вот я с него снимал, микрофоны меня лично удовлетворяют. Это не к тому, что танцы с бубном и попытка рассказать вам, какой Samsung хороший. Разумеется, обзор будет, как всегда, критичным. Разумеется, вы узнаете по поводу всех его недостатков. Но из тех самсов, что я сам покупал себе, и его я тоже брал на распродаже, по-моему, в районе 9000, этот мне понравился больше всех, в первую очередь, внешкой. То есть у него минимально выпирают камеры, он максимально простой, и, как говорится, это прямо такое simply clever. Напоминаю, что 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий. Напоминаю, что все цены, которые я сегодня озвучиваю каким-то образом, они касаются исключительно периода распродаж. То есть вы не пойдете и не купите в магазин этот телефон до 10 тысяч. Он, кстати, будет однозначно в топ-10 смартфонов до 10 тысяч рублей, которые можно купить на сейлах. Не обязательно на Али, где найдете, там найдете. Но больше десятки он однозначно не стоит, даже если курс будет 80. Потому что все, что есть у Samsung до 20 тысяч рублей, что было в моих руках и еще будет на обзорах, несмотря на то, что не особо их и смотрят, да и черт с ним. Я все равно о них расскажу, чтобы у меня на стримах не спрашивали, почему Samsung дно. Лагает люто и жутко во время того, как вы в менюшке ползаете. Когда вы берете любой Realme, любой Xiaomi в районе десятки-15, вы получаете какой-то супер-мега телефон в плане, во всяком случае, визуальном. Вы начинаете его листать, начинаете заползать в приложение, и у вас вау-эффект. Когда вы делаете то же самое с Samsung, вау-эффект у вас становится только от их рекламных обзоров. И все. Поэтому смотрим, оцениваем, пишем, стоит ли делать на подобные обзоры, потому что очень многие просят 20 FE, многие просят на Samsung топовые делать обзоры. Вы понимаете, что я это дело покупаю, и потом это никому не нужно. Ну, то есть эти девайсы у меня валяются также на студии. Я, конечно, их с чем-то сравниваю, но это не Xiaomi, я их не продам. Даже за 50% стоимости, потому что люди, когда берут их в руки, они передумывают их купить, я их понимаю. Поэтому пишем в комментах, что еще из Samsung вам интересно и интересно ли. И обязательно потом смотрим топ-10 смартфонов до десятки. Самсы там тоже будут. Ну, как из разряда запихать их куда-нибудь. Сегодня я хотел бы вам рассказать об очередном дешевом телефоне. Насколько дешевым? В рублях примерно 10 тысяч. Я, по-моему, покупал его за 9800, где-то так, на Алишке, на очередной распродаже. И пока я рассказываю вам особенности, допустим, то, что на канале есть специальный лайв-канал Польза.нет Live. 30 числа каждого месяца я разыгрываю там какие-нибудь девайсы. В прошлом месяце я разыграл суммарно, если брать со всеми распродажами, 35 Mi Band 6 серии. И помимо этого еще двое часов. В этом месяце планирую еще разыграть великий и ужасный Pixel 6. Так, к сожалению, Тмол послал в максимально извращенной упаковке все это дело. Но А22, мой нелюбимый Samsung, к моей радости пришел в целости и сохранности. Коробка супер эконом-класса, но мы имеем две пломбы. На одной из этих пломб указано объем памяти внутренний 64 гигабайта и, в принципе, больше ничего. Цена прекрасна, то есть я покупал довольно дешево все это дело. Вскрываем, здесь я пытаюсь в надежде найти чехол. Вскрываю коробочку, ничего нет. Инструкция по извлечению лотка, 2 сим-карты и карта памяти внутри может помещаться. И это хорошо. Очень убогий, максимально убогий блок зарядки. Кабель USB, надеюсь, Type-C. Да. Type-C, дешевенький, но длинный. Могли бы, если честно, поприличнее сделать, потому что, ну, позорище. Если объективно на это дело смотреть. С другой стороны, смарт упакован стандартно и выглядит очень даже презентабельно для своего ценника. Мы здесь видим, что безграничный экран на 6,4 дюйма, 48 мегапикселей камера с оптической стабилизацией изображения. Да ладно, я это 30 тысяч раз перепроверю. Даже желание разобрать есть. Серьезно? Аккумулятор на 5000 мАч и убогая зарядка на 15 Вт. Но насколько она убогая, относительно все. Почему? Потому что если брать тот же Pixel 6 Pro, он также заряжается
под 2 часа. Разумеется, здесь есть максимально... нестандартная скрепка, молодцы, извратились. Интересно, во всяком случае. И лоток. Лоток не прорезинен, что неудивительно, от такого смартфона, в принципе, не ждешь, что он будет прорезинен. Мы имеем здесь мини-джек, мы имеем здесь Type-C, что хорошо, и, к сожалению, или к счастью, мы не имеем инфракрасного порта. Вспышка, разумеется, есть. Кнопки люфтят. Если брать сразу, то мы видим, что здесь очень большой подбородок. Как быстро все это дело загружается, вы сейчас заметите. Первый старт, я думаю, 50%. Там имеется заряда. Пока все это дело происходит, мы можем его взвесить. Запуск андроида никоим образом на вес не повлияет, 183 грамма. Напоминаю, что буквально через пару дней вы увидите топ-10 смартфонов, по моему мнению, до 10 тысяч рублей, которые можно купить на Алишке. 73 ширина, или не только на Алишке, 158 в толщину, вместе с блоком камер. Очень круто, 10 миллиметров. Олеофобочка хорошая, но вот заводской пленки не завезли, и для лоу-коста, ну это прям очень странно. Первое ощущение от аппарата, мне он нравится. В принципе, за те деньги, за которые он продается, внешка, Type-C, мини-джек, вес, размеры, сборка. Нравится, что не сильно выпирает камера. До 10 мм аппараты редко когда встретишь. Напомню, что на Samsung A12 обзор уже на канале, можете его посмотреть. Смотрим, оцениваем, пишем, делать ли на такой лоу-кост популярных брендов обзоры на канале. Еще раз, меня зовут Саня, и минимум 7 обзоров в неделю я выгружаю в прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Кстати, сейчас там идет лютый сейл. Ждем крупных промокодов и купонов, как Crazy 11.11 или еще что-то пободрее в Black Friday, кто помнит. А сегодня я расскажу вам о неплохом смартфоне Samsung Galaxy A22. Добрался я до самсунгов, и еще раз напоминаю, что это исключительно мое мнение. Ваше мнение может быть другим. А синтетику, как говорится, не изменишь. То есть, что телефон показывает, и как он снимает, так он показывает и снимает. Будем считать, что у меня все время брак, правда? Продается устройство всего в 3 цветах: черный, белый и такой, как у меня, мятный. Корпус изготовлен из приятного пластика. Дизайн мне очень понравился, и он однозначно лучше смотрится, чем у Samsung A12, хотя тот мне нравился тоже. Но есть большое неприятное «но». И этот нюанс не только в моем случае. На просторах интернета многие жалуются, что собрали данные смартфоны как минимум недобросовестно. А именно конкретно в моем случае вокруг камеры имеются зазоры. Состыковка неплотная, и слот выпирает из корпуса. Я вам даже скажу, что я в магазин ходил, и там что-то тоже только такие аппараты предлагают. Именно этой модели. Ну ладно, я уверен, что где-то есть хорошая сборка. Хотя все вырезы очень приятные и не острые, сглаженные. В руке держать телефон удобно, пластик тактильно приятный, маркий и скользкий, но видимость отпечатков будет зависеть от цвета. И, к слову, в данном случае мятный цвет действительно очень привлекательный и приятный глазу. На корпусе расположена кнопка питания с встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, 2 микрофона, слот на 2 нано-SIM и microSD. Можем расширять память. Разъем под мини-джек, разъем Type-C, 2 стандартных динамика, разговорный основной, звучание здесь моно и Dolby Atmos, разумеется, залоченный. Кнопки люфтят, слот не прорезинен и К-порт не завезли. Звук динамика звонкий и четкий, одинокий. Далее, с лицевой части смартфон оснащен дисплеем на 6,4 дюйма Super AMOLED с разрешением 1600 на 720 точек. Экран абсолютно плоский и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Хотя это и хорошо, что он плоский. Скроллинг слегка глючит, как и у всего у Samsung до 30 тысяч рублей. Плотность пикселей равна 300 dpi или 274 ppi по данным Antutu. Давно я такой маленькой плотности не видел, а вы? Очень заметны пиксели на экране, мелкий текст читать можно, но не с большим комфортом. Я бы сказал, без комфорта вообще. При попадании солнечных лучей на экран яркости в целом хватает, и единственное, что мешает просмотру, это блики. Частота обновления экрана космические 90 Гц. Странно, правда, для такого железа, но ладно. DC-диминга нет в наличии, но есть снижение синего цвета. Шим на 100% яркости 6,5%, на 58%, на минимальной 72, на нуле 11. Автояркость работает плавно и комфортно подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки бросает в холодный оттенок, даже можно сказать, что в хорошо выраженный синий цвет. Always On дисплей в наличии, есть как 10-секундные, так и постоянные. Xiaomi-ты, учитесь, даже в бюджетниках ставить такое. Мультитач берет все 10 пальцев, в отличие от прошлой модели от Samsung. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца и распознавания лица. Добавить отпечатка одного пальца несколько раз можно,
а зарегистрировать лицо можно только в единственном экземпляре, так что если у вас их два, то не стоит пытаться. Но это не отменяет того, что и то, и другое работает стабильно, молниеносно и без нареканий. Рамки вокруг экрана небольшие, подбородок такой же, как и у A12, не маленький и приметный. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G80 с 8 ядрами, максимальная частота которого 2 ГГц. Графический процессор Mali G52 MC2 по Antutu. Интерфейс Android 11 2021 года. Доступен на русском языке и достаточно шустрый, хотя изредка подвисает. Оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор 4,6 ГБ. Внутренняя память eMMC и на выбор 64 и 128. И да, сразу это прямо самый лютый фейл. Это супер медленная память. И расширить ее картой SD можно до 1 терабайта. Зачем это надо, не знаю. Мне кажется, он еще больше лагать будет, если туда еще и карточку засунуть и пытаться с нее что-то считывать. Но не будем о грустном. Из беспроводной связи имеется Wi-Fi двухдиапазонный и Bluetooth версии 5.0. Мобильную сеть ловит отлично. Звучание при звонках неплохое, с датчиком приближения проблем нет. Вспоминаем Poco F3 и плачем. Вибра отличная, но настраивается исключительно уровень тактильной отдачи, и можно выбрать тип вибрации при вызовах и оповещениях. NFC поддерживается, Samsung Pay на борту и Google Pay встает. В GPS-тесте показывал точность до 1 метра в суровых условиях среди высоток. Емкость аккумулятора равна 5000 мАч, в PC-марке выдал 10 часов 8 минут и осталось 20%. И тест я проводил при 90 Гц на максимальной яркости, хотя опять же напоминаю, что эти 90 Гц убивают аппарат, он тормозит люто, даже в обычной оболочке. Лично для меня это прямо ощущается конкретно, потому что у тех же Narza и Realme за этих же деньги такого нет. Беспроводной зарядки, разумеется, нет, заряжается с 0 до 75 за 1 час 45 минут, полный цикл зарядки занял 2 часа с нуля. За час игры в Genshin Impact улетает 24% при высокой графике. Максимальная настройка с частотой обновления экранов 90 Гц. В целом играть можно, но только поначалу. Во время боя он не успевает подгружать картинку, и ваш персонаж просто телепортируется. Поэтому, если хотите поиграть без заморочки, то выставлять нужно минимальную графику и радоваться жизни, так как смартфон все же не греется и яркость не понижает, в отличие от некоторых. Не будем вспоминать про iPhone 13 Pro, правда? Сколько я уже сегодня смартов вспомнил. По тестам. Тротлинг-тест проходит 84 гипса минимально, максимально 101 гипс, в среднем 99 гипсов на 100 головках при 30 минутах. Да, очень печально. В бенчмарке в сингл-коре выдал 371, в мультикоре 1326. В 3D-марке Wildlife 687, Wildlife Extreme 174, Wildlife Stress Test 695, Slingshot Extreme 1361 и Slingshot 1736. В Antutu выдал результат в 202 тысячи попугаев. Storage-тест показал 10 837 баллов. Да, смешно и печально. Стресс-тест прошел неплохо, результаты вы видите на экране. И результаты в любом случае лучше, чем у A12. Обзор на который вы тоже можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Но там вообще мракобесие было. 9 пальцев из 10. Я такого давно не видел. В 2021 году. Блок камер состоит из 4 модулей. 48, 8, 2 и 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Оптическая стабилизация на борту. Но по мне это только название. Я даже проговаривать в ролике ее не стал, когда примеры делал, потому что, ну, нет там стаба никакого. Фронталка на 13 мегапикселей расположена по центру экрана в верхней части экрана и сливается со шторкой, что делает ее еще более приметной и габаритной. И снимает она в таком же максимальном разрешении, как и основная камера 1080p 30 fps. Примеры вы сейчас увидите на экране. Samsung Galaxy A22, и это пример работы фронталки днем в парке Муринском. Проверяем на Rolling Shutter. Вроде бы его нет. Фронталка Full HD, максимум 30 fps. Ну, если с одной руки снимать, то вы стабилизацию видите сами. Если идти и снимать с двух рук, со стабилизацией все немного лучше. Опять же, как и все смарты от Samsung, за ценник ниже 20-ки он по мне довольно сильно подтормаживает. Но это опять же мое личное впечатление, мои ощущения после тех же Narza от Realme, тех же даже Redmi, дешевых моделей, допустим 9A. В целом неплохо работает, если с двух рук снимать даже в движении. Фронталка не ужасна. Запись на основную камеру Full HD, тоже 30 fps, тот же Муринский парк, те же великолепные условия для записи и как примерно будет отрабатывать микрофон при небольшом ветре в движении, стабилизатор при съемке с двух рук и, собственно, камера. Давайте попробуем проверить автофокус. Раз, два, три. Вроде бы неплохо. Основная камера тоже Full HD, те же 30 fps. Тот же Samsung Galaxy A22.
Та же съемка в том же месте, тот же Муринский парк. Попробуем пойти в другую сторону, чтобы картинка не была такой однообразной. В целом, по аппарату я бы хотел добавить только, наверное, то, что мне нравится его внешний вид. То есть не выпуклая камера, довольно интересный корпус, приятные цвета. Ну а начинка, с начинкой у Samsung, я считаю, огромные проблемы. У них великолепная подача, как бы красивая обертка, а сама конфетка внутри, по мне, не оставляет никакой внутренней радости после приобретения, потому что лагают их дешевые телефоны, конкретно у меня в моих руках, довольно сильно. Меньше лагают смарты от компании BBK, притом все за тот же ценник, или от компании Xiaomi. Что-то происходит с заявленным оптостабом. Мне не кажется, что это оптостаб, прям оптостаб. Я понятия не имею. Может, они на ниточках повесили сенсор, но ладно, максимум насколько увеличивает с рук X10, но это абсолютно бесполезное увеличение. То есть вы видите, какое это мыло. Вообще в бюджетниках иксы я бы на вашем месте не трогал совсем. На ширик, разумеется, не переключиться. В целом камера работает неплохо, тесты еще будут. Все еще фронталка, не люблю я Samsung, поэтому буду тестировать его в злобных условиях. Как вы помните, при изменении освещения, когда ты заходишь куда-то, выходишь из каких-то помещений. Вот, допустим, сейчас вы, кроме моего лица, по большому счету практически ничего не видите, потому что лампы моментально убивают картинку. Это если передвигаться по запасной лестнице и выходить на улицу. Ничего не жду от этой фронталки. Почему? Потому что это лоу-кост, потому что это максимально дешевый телефон. Опять же, если покупать на Алишке, это не супер максимально, это не А12, но все равно такое себе, как вы видите. И что бы я хотел добавить? В принципе, если стоять и снимать, то абсолютно стандартное мракобесие, притом неважно, насколько у вас дорогой телефон, дешевый телефон. Очень мало у каких смартов фронталка достойная. Почему это не делают? Ну, тут все довольно просто, это физика. Вы заметите, как блок камер выпирает. Основной блок камер у смартфонов с тыльной части. И сравните, что происходит у нас с фронтальной части, притом максимально уменьшить размер этой камеры необходимо, спрятать ее, и, соответственно, мало еще кто этим пользуется. Логично, что все эти фронталки используются в первую очередь для того, чтобы человек мог поговорить через WhatsApp, тот же, не обязательно WhatsApp, через видеосвязь, Skype и еще кто для чего это дело использует, либо записать какое-нибудь быстрое видео. Логично, что для супер инстаграмщиков такие смартфоны не подойдут, но они не покупают смарты по 7000, чтобы в инсту что-то выкладывать. Поэтому не будем рассматривать данный вариант смартфона для каких-то серьезных задач. Ночь, Мурина, ничего не меняется. Освещение гигей, потому что снег отражает свет, а света искусственного достаточно. Основная камера Full HD 30 FPS, и снова разговариваем с серыми улицами Мурина. Снимаю с двух рук. Съемка ведется, и я бы сказал, что здесь даже пытается отрабатывать стаб такими урывками. Не сказал бы, что очень печальными, кстати, урывками, учитывая, по какой поверхности я иду. Но пытается. Ветер есть, не сильный, машины катаются, вы их слышите. И я надеюсь, что, несмотря на то, что я не очень громко говорю, микрофоны пишут звук неплохо. В идеале так и должно быть. В целом, претензий к камере, опять же, за стоимость данного девайса и его вечерней-ночной съемки с X10 абсолютно бесполезным и днем, и ночью,
у меня и нет. Минусы: слот не прорезинен, КПорта нет, кнопки люфтят, некачественная состыковка деталей, интерфейс часто достаточно у меня лагает и подвисает, в тяжелых играх с высокой графикой не справляется, шим на минимальной яркости ужасен и очень плохое качество видео, лично для меня, во всяком случае, по разрешению это точно. Покупал я его примерно в районе $200, сегодня реально купить за 150. Промокоды смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Для данного мобильника максимальная цена в моем сознании это 1010 рублей, и то если вы очень любите Samsung и хотите подарить им деньги. Резюмирую, этот аппарат будет стоить своих денег только если брать его до $170, а скорее до 150. В остальном, какой бы он стабильный и привлекательный внешне не был, все остальные заплаченные деньги это переплата за бренд. Если вы думаете, что я хейчу только там Samsung или еще что-то подобное, вы ошибаетесь. Посмотрите мой канал, у меня почти 100 обзоров на смартфоны за последний год, и я хочу отметить, что я ищу недостатки во всех девайсах. Просто есть золотая середина, есть девайсы, которые лагают, есть девайсы, которые оверпрайс, а есть девайсы Samsung, у которых вообще, мне кажется, нет никакой крышки, понимания того, что в этом мире и сколько должно стоить, и мне кажется, что у них внутри сознание, что они яблоко для азиатов, но это не так. Вообще они не яблочные, хотя яблоко тоже где-то лагает, подтормаживает, но и стоит оно дорого, у них нет лоу-коста, они не пытаются продавать за $150 шлакоблок, когда Realme, Xiaomi и подобные им спокойно продают за $150 вам топовые девайсы. А если вы докинете еще двадцатник, то супер-мега топовые по сравнению с тем, что делает Samsung. Да, оно выглядит прилично, да, это мое субъективное мнение, у вас мнение может быть абсолютно другим, и, разумеется, Samsung максимальная маржа, и их больше всего и лучше всего пичат вам в магазинах, особенно в ритейле нашем русском. Придите, вам будут рассказывать, какие они красивые до упора. В целом, если вы фанат Samsung, я вас понимаю, когда у вас очень много денег, вам продают девайсы в 2 раза дешевле, потому что вы постоянный покупатель, вам хорошо. Нам, обычным смертным людям, которые покупают это все за свои кровные, как минимум странно это брать. Это все, если честно, скорее даже от неопытности. Думаю, постепенно их лоу-кост умрет, потому что Huawei тот же их просто съест даже без Google сервисов. Печаль печальная, не советую. Девайсу однозначно нет. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить для обзора. Обязательно добавляйтесь в телеграм-канал взаимопомощи. Ссылка в описании, там больше 6000 человек. И в телеграм-канал скидок, там больше 30 000 человек, и все любят скидки. У одиночного поста достаточно много просмотров, потому что все они проверяются, все они хороши и скидки более чем бодрые. Особенно сейчас, последняя распродажа года. Хотя Али может еще одну придумать, мы же их знаем, по 2 распродажи в месяц они лупят последние, наверное, полгода только так. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!